Всем привет, друзья мои! Сегодня у нас будет с вами колка. Нам надо поколоть Туркестан, надо поколоть огромные глыбы Астаны-1, сердце. Ну что, давайте приступать. Начнем мы с Туркестана коричневого. У меня в руках новый помощник. И мы выкладываем глыбки. Ну, вот такие вот маленькие кусочки сразу идут на сушку. Его нужно просушить, так как он слегка влажный. Так. Так сказать, свежачок. Так, большую мы пока отложим. Начнем с маленькой. Ну, как с маленькой? Здесь, наверное, грамм 700 есть. Все разлетелось. Колется он на неровные кусочки. Вот так. Такие кусочки мы раскололи. И все это отправляется сушиться. Уже в таком виде он не хрустит практически. Он на солнышке дня 3 постоит и высохнет. И станет хрустящий. Ну и вот такую глыбку сейчас мы будем с вами колоть. От такой глыбы, конечно, не откусить. Вот так как он влажный, можно откусить, конечно. Ну, колоть сейчас мы его будем долго. Красавчик. Отвлекли меня. Вот заказала молоток, но вот видите, он маленький. И мне удобно вот такие большие. Может быть, потому что она влажная, из-за этого как бы тяжело. Вот видите, он как колется. Он не колется на ровные пластины, на ровные кусочки. Он колется вот, можно так сказать, как попало. Неровными кусками. О, расколола на такие кусочки. Ой, сейчас все будет. Ой, обалденный. Мягкий. Мокрая земля, пыль. А этот кусок так и оставлю вот таким большим. Высохнет, будет хрустящий. Как раз у нас погоду обещает жаркую. Так что будем все это добро сушить. Зато, как говорится, свежачок.
Ложку собираю в пакет. Потом что-нибудь слепим. Ну или сделаем пасту ассорти. Туркестан классик. Туркестан классик. Этот пакет сейчас сложу его. Так. Ну такой кусочек не надо колоть. Хрустящий, пыльный. Ну, а такую глыбку, конечно, нам не нельзя. Здоровая плитка шоколада. Пыльная. Очень. Красота. Вот у каждого сорта свой вкус. Насыщенный. Никаких посторонних запахов. Обожаю Натали. Когда я у нее заказываю, я всегда знаю, что товар придет высшего качества. Просто обалденно. Какими кусочками. У нас сливки. Вон, видите, какая плитка огромная. Прям вот какая она. Здоровая, напудренная. Вот такую маленькую, конечно, я колоть не буду. Плотная, хрустящая. Сливки. Как стеклышко звенит. Она очень плотная. Лучше, конечно, колоть ее на небольшие кусочки. Но очень хрустящая. Как раскалывается. Корешки между слоями. От таких уже можно будет откусывать. В последнее время очень нравятся мне сливки наравне с Туркестаном коричневым. Они по плотности практически схожи. Очень плотные.
Вкус мокрой земли. Так, теперь сердце. Сердце обязательно надо колоть. Это киргизский сорт. Она очень плотная. Вот смотрите, какие кусманы. Красотень. Обожаю. Я люблю визуально вот такие большие куски, но грызть от них я не люблю. Сейчас мы с вами будем колоть. Какая же она вкусная. Красавица. Прям вообще балдеж. Очень и очень люблю этот сорт. Вкус обалденный, чистая, не скрипит. Конечно, сейчас все раскидаем. Вкус приятный. Я, кстати, первый раз колю сердце вот такими большими кусками. Но Натали знает, что я люблю глыбки. Я обожаю все это дело. Красота. Ну, такие кусочки вообще обалденно кушать. Оно сложно откусить. Плотное. Сейчас я натрескаюсь.
Все разлетелось. Прям не знаю, где стукнуть-то, чтобы она раскололась. Кошмар. Предстоит мне уборка. Не хочет этот кусочек колоться ни в какую. Ну хотя, ну, так пойдет. Тут крошки на целую пасту насобирается. Кстати, из нее я не делала, по-моему. Надо попробовать. Астана 1. Сейчас я ее замараю после сердца. Ну ладно. Вот такая красавица. Давайте начнем. Это я сейчас молоток протру. Он сейчас весь испачкается. Как я ту глыбу колоть буду, остается загадкой. За большим молотком уже идти не вариант. Так. Ну, на такие кусочки нормально будет. Классно. Так. Я надеюсь, мне зарядки на телефоне хватит. Ой, смотрите. Видно вам? Какие-то розовые вкрапления. Ну, такие пластиночки я оставлю.
самая большая. Она огромная. Просто гигантская. Офигенная. Ну, давайте пытаться расколоть эту прелесть. Так, процесс пошел. Слушайте, мне кажется, она плотнее, чем тот кусочек. Угу. Угу. Видите, структура. Она солененькая чуть-чуть. Интересно. Но она плотнее, однозначно. Эта глыбка, она плотнее той. Такой кайф колоть ее на самом деле. Ну, все как всегда, в разные стороны. С этого края, видите, она как плотнее, а с этого края нет. Одна глыба. Ее в руках не удержать. О. Так. Вот так уже другой разговор. Оранжевые вкрапления. Вот смотрите, какой пласт. Видите? Это внутри. Она сухая, хрустящая, с хорошим вкусом. Но астану первую легко отличить от астаны второй. Астана первая вот схожа с астаной белая соль. По структуре я имею в виду. Так. Огромное, Софи, спасибо за такую глыбу. Это прям кайф. Как я люблю, когда вот такими заказ приходит мне, когда глыбами. Это прям вообще. Кому-то не нравится колоть. Я обожаю. Это для меня тоже такая релакс. Ну, здесь, наверное, килограмма 1,5 кусочища. Есть определенный кайф откусывать вот от таких здоровых кусков.
Жирненько, вкусненько. Так, ой, у меня тут такой срач уже. Насорила знатная. Ну ладно. Почему я сразу колю? Потому что я люблю порядок. Потом мне этим заниматься некогда. Я сейчас раскалю. Все расфасую по своим местам, чтобы у меня была чистота и порядок. Прям как мел. Плотно. Пластиночки офигенные. Прям пластинки. Вот смотрите, какие пластинки прикольные, удобные. Ну вот столько мы с вами покололи. Столько у меня осталось на пасту. Сейчас буду наводить порядок. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех целую, люблю, обнимаю. Пока-пока.